Всем привет! В эфире Metal Detector! Осень продолжает радовать обилием зачетнейших релизов, но мы постарались отобрать для вас только самое интересное. Именно поэтому сегодняшний выпуск получился настолько ярким и крайне разноплановым. Новые альбомы от легенд альтернативной сцены, новые имена в Death Metal, уникальные экспериментальные проекты. И все это прямо сейчас. Смотрим! Открывает обзор вот уже 12-й полноформатный альбом легендарнейшей банды из Америки. Группа была основана в 93-м, и ее принято считать родоначальником жанра нью метал. Однако в середине нулевых участники команды довольно плотно ушли в эксперименты с электронным звучанием, что понравилось далеко не всем ее старым поклонникам. Позже, видимо, осознав не совсем правильный ход, музыканты решили вернуться к своему старому саунду. И это им удалось настолько, что при прослушивании нового диска в голове невольно всплывают до боли знакомые мотивы и обороты. Ну а в целом альбом получился весьма зачетным и безусловно заслуживает высоких оценок. Замечательная команда из Канады, известная своей продуктивностью, порадовала слушателей шестым полноформатом. Участники группы, основанной 8 лет назад, исполняют красочный и мелодичный альтернатив-металл с элементами модерн-рок. Новый альбом можно смело называть размеренным, однако в нем нет каких-либо нудных или попсовых моментов. Он просто спокойный и даже местами флегматичный. Ровные ритмы, красивые гитарные мелодии и, конечно же, яркий и богатый вокал. Вот основные составляющие новой пластинки музыкантов. А на очереди второй студийный альбом молодой, но уже весьма популярной команды, представляющей Штаты. Группа была основана всего 3 года назад и уже в 2014-м выпустила дебютный полноформат, который сразу же пришелся по вкусу ценителям жанра металкор. И это неудивительно, ведь по факту команда была собрана бывшими участниками знаменитой As I Lay Dying после ареста ее вокалиста. Что же касается звучания нового проекта музыкантов, то оно претерпело некоторые изменения. В альбомах, которые стали намного мягче и мелодичнее, отчетливо слышно присутствие элементов таких жанров, как альтернатив-металл и хард-рок. Второй отличный полноформат выпустила относительно молодая, но реально интересная команда из Франции. Участники группы исполняют сложный и мощный мелодик Death Metal с элементами металкор и ярким влиянием прогрессив-металл. Диск преисполнен атмосферными вставками, частыми сменами ритма, джентовыми рифами, космическими гитарными запилами и очень разнообразными вокальными партиями. Одним словом, это достойнейшая концептуальная работа, которую, конечно же, нужно слушать строго от начала и до конца.
Мощным дебютным полноформатным альбомом порадовала молодая команда из Дании. Парни рубят в меру суровый дэт-металл, периодически граничащий с мелодик дэт-металл и несущий в себе элементы грув-металл. Пластинка исполнена в лучших традициях жанра. Жесткие ритмы, плотные гитарные рифы, скоростные соло и мрачный вокал. Альбом наверняка зайдет на ура ценителям творчества таких известных команд, как Ill Disposed, Cataclysm и Facebreaker. И вновь дебютная студийная работа, на этот раз от молодой банды из США. Участники команды исполняют яркий, а главное напрочь олдскульный нью-металл, грамотно украшенный электронными фишками. Благодаря мощным качающим гитарным рифам, бодрым ритмам и разноплановым вокальным партиям альбом пропитан просто убойным драйвом. А особого внимания заслуживают необычные клавишные партии. Интересный и, несомненно, рекомендуемый к ознакомлению дебют. Еще один легендарный американский коллектив после 7-летнего затишья записал 6-й студийный альбом. Команда была основана в 97-м и изначально исполняла смесь таких зачетнейших жанров, как индастриал и нью-металл. Но со временем звучание группы заметно видоизменилось, и в нынешнем творчестве команды преобладают элементы альтернатив и грув-металл. За историю проекта в нем сменилось немало музыкантов. Бессменным же участником коллектива является основатель и вокалист Эцель Доуп. Однако в прошлом году группа собралась первоначальным составом и в таком классическом виде и записала новый альбом. Уникальный проект из Франции выпустил очень яркий и необычный дебютный полноформат. В записи пластинки приняли участие талантливейшая вокалистка Асфадель, известная по группе Pin Up and Down, и мультиинструменталист Батист Бертро. Также в работе над этим волшебным диском им помогли несколько гостевых музыкантов, среди которых и ударник Эмерик Тума. Музыка альбома — это замечательная экспериментальная смесь авангард, блэк и пост-металл. Объяснить это словами крайне сложно, это надо услышать. И да, даже не пытайтесь прочесть название проекта, это всего лишь гусеница. Ну и напоследок, молодая и перспективная белорусская команда, записавшая также яркий и восхитительный концептуальный дебютный полноформат, который выйдет 17 ноября. Участники коллектива исполняют качественный атмосферный пост-металл с элементами doom и сладж-металл. Альбом полон инновационных решений, необычных оборотов и неожиданных вставок. В записи диска приняли участие около 20 приглашенных музыкантов, а сама работа над альбомом проходила на протяжении 2,5 лет. И скажу, как человек, которому уже посчастливилось отслушать пластинку, оно того стоило.
на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!